Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстро обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам наконец о компакте. Это Xiaomi 13 Lite, либо по-другому Xiaomi Civi 2, но это для китайского рынка. У меня Xiaomi Civi 2, перешитый на Global, ну и фактически в моих руках Xiaomi 13 Lite. Только намного дешевле. Но не об этом я хочу сегодня рассказать. Самое главное, что вы должны запомнить в начале. Первое. Ролик, разумеется, будет разделен на части. Тайм-коды будут внизу. Примеров съемки будет море. Я не буду сравнивать данный смартфон ни с какими другими. Почему? Потому что в компактах это либо прошлое поколение, либо, что я не могу советовать, это Asus Zenfone, допустим, 9, который еще дороже, либо это те же Xiaomi 12X или все подобное. Я вам могу, конечно, вспомнить про Oppo Reno 9 Pro, но первое, Oppo абсолютно непопулярный смартфон России, второе, как бренд, вы видите, что Oppo шире, и третье, обзора пока на него не было. Что я хочу сказать про Xiaomi 13 Lite сразу. Первое, 4К 30 FPS это максимум, что может его основная камера. Притом она справляется, спойлер, неплохо, особенно с фотографиями. Второй момент, у него есть подсветка у фронталок, у него есть две, получается, фронтальные камеры. Нет, это не Face ID. Хейта, к сожалению, будет много. Почему? Потому что, несмотря на то, что смартфон, допустим, имеет быструю зарядку, минимальные габариты, минимальную толщину, 120 Гц экрана, экран без шима, очень классный экран, нереально приятную внешку, стекло, которое здесь тактильно, прямо кайфовое. Габариты, которые могут сравниться с каким-нибудь Samsung S23, в то же время у него просто море недостатков. Притом довольно серьезные. Я гонял его в автономности на Твиче в онлайне. Я думаю, если вы смотрите мой канал, вы знаете, что это такое. Это вы увидите реальную его автономность. Сейчас вход снимается на Sony FX3, микрофоны родовские. Вы сможете великолепным образом сравнить, что может этот смарт. За те деньги, что его изначально, спойлер, продавали на Алиэкспрессе при старте продаж, это был классный смартфон. Сегодня вопросов больше, чем ответов лично у меня. Смотрим. Распаковка. Поставляется Civi 2 в белой минимальной коробке. На упаковке есть название модели и краткая характеристика. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем ключ для извлечения прорезиненного слота на 2 нано-сим-карты или 1 нано-сим и eSIM. Краткое руководство. Обыкновенный силиконовый чехол, притом довольно ужасного качества. Мне он реально не понравился. Сам смартфон, кабель с USB-A на Type-C и блок питания на 67 Вт. Весит смартфон без чехла 171 грамма. Габариты составляют 159 на 73 на 7,2 мм без блока камер. Он реально, нереально тонкий. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок. Подписывайтесь с колоколом и не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного, особенно по железкам, потому что мы обсуждаем с подписчиками, что лучше покупать. У всех разное мнение, у всех разные опыты, разные железки на руках. Плюс я туда еще исходники фотографий девайсов скидываю, разумеется. Перейдем же к смартфону. Рамка пластиковая, тыльная часть тактильно приятная, выполнена она из стекла и реально в руке держать смартфон удобно. Сборка отличная, как качество материалов. Опять же, я уверен, что при малейшем падении будет печаль, особенно с пластиковым корпусом. Дизайн устройства такой же, как и Xiaomi 13 Lite. Лежит смартфон в руке удобно, пользоваться одной рукой можно, так как он легкий и тонкий. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Далее есть микрофоны, динамики с поддержкой Dolby Atmos. Звучание здесь моно, за что минус. Качество звука обыкновенное и громкость не космос. На борту есть предустановки звучания и даже кастомный эквалайзер, хотя это вам все равно стерео не сделает. Bluetooth кодеков на борту более чем достаточно. Вибромоторчик линейный, тактильно приятный и настраиваемый, но не топовый. Мини-джека нет, а IK-порт стандартно для Xiaomi в наличии. Напишите, кстати, вы пользуетесь IK-портом? Мне кажется, таких людей все меньше и меньше. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей Full HD+. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Экран с закругленными краями. Мне больше нравятся, правда, плоские, но тут все индивидуально. Мне на плоских легче играть. Соотношение сторон 20 к 9. Цветовое пространство 100% DCI-P3. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10+. Плотность пикселей эталонная 402 ppi. Яркость
1500 нит, высокая яркость 900 нит, а пиковая яркость в автояркости 1000 нит. В солнечный день при прямом попадании света на экран яркости достаточно, но запаса яркости нет. Долго пользоваться комфортно не сможете. На борту имеется функция режим солнечного света, режим чтения, частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть 60 Гц и авторежим. Тач на 240 Гц, тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат средний. Частота регулировки шима 1920 Гц, функции устранения мерцания можно включать и отключать в настройках экрана, но показатели шима без этой функции вы можете наблюдать на экране, они и так хорошие. В целом глаза от экрана не устают, за что отдельный плюс. Автояркость отрабатывает корректно, ко всему установлен датчик освещенности на 360 градусов. Полноценный Always On дисплей в наличии. Далее мультитач, конечно же, есть и откликается экран на все 10 пальцев, что хорошо. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев расположили низко, но, конечно, к этому можно привыкнуть. Тем более распознавание лица срабатывает даже под углом. Завести можно до 2 лиц, что стандартно для Xiaomi, но плохо, что можно завести 2 раза одно и то же лицо и одни и те же 5 пальцев. И, кстати, по поводу того, почему плохо, потому что BBK, допустим, Vivo, смартфон сам вас предупреждает, что вы заводите 2 раза один и тот же палец. Смысл его заводить, если и так все хорошо работает. К слову, датчик здесь ультразвуковой, сенсор приближения. Подбородка практически нет, рамки симметричные, не громадные. Экран хороший для подобной цены, он имеет отличную цветопередачу и хорошую яркость. Отмечу, что можно установить динамический остров, и вырез верхней части экрана будет выглядеть не так уж и плохо. Но в стоке такого функционала нет, то есть это не MIUI-ная фишка, а это просто докидали программ в Google Play для того, чтобы вы не чувствовали себя ущербно, потому что никакого Face ID там нет, и это просто фронталки, абсолютно по мне бесполезные. Процессор установлен здесь Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Adreno 644, операционная система MIUI Global 13 на базе Android 12 версии. Это в перешитом CV2 моем. Если у вас будет Xiaomi 13 Lite из коробки, то у вас будет Mi Global 14 на базе такого же Android 12 версии, пока 13 версии он не прилетел. Операционка работает хорошо, но изредка встречаются микрофризы и лаги. Оперативная память LPDDR4X, внутренняя память UFS 2.2 и на выбор 128 или 256 гигабайт. И это прям печаль, потому что процессор может поддерживать память побыстрее. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, не 7, поддержка 5G сетей, которая не для всех актуальна, но хорошо, что она есть. Звучание во время разговора хорошее, микрофоны и датчики приближения не подводили. Bluetooth предпоследней версии 5.2, хотя уже существует 5.4, но в смартфонах обычно ставят 5.3. 5.4 я пока еще не видел. NFC поддерживается, можно установить MirPay и оплачивать покупки NFC модулем. GPS-тест показывает нехорошую точность, вы сами видите, что происходит, не знаю почему, но вот так. Емкость аккумулятора стандартная 4500 мАч. В PC-марке смартфон выдал скромные 6 часов 30 минут, и я бы мог сказать, что у меня смартфон выдает 6 часов включенного экрана спокойно и все отлично, но не совсем, потому что я гонял его на Твиче в течение часа, и сколько бы вы думали, он съел? 32% в час. И это не PUBG на высоких настройках, это в Tactic Cool, вы понимаете? То есть ест этот смартфон очень-очень много. Да, в среднем на YouTube уходит 9% по Wi-Fi, это все равно много. В играх смартфон, учитывая железо, справляется неплохо, но с радостью в Genshin вы играть точно не будете, а по всему остальному запас у вас маленький. И, к слову, заряжается смартфон от 0 до сотки с выключенного состояния за целых 56 минут. Я бы не сказал, что это очень быстро. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест прошел, смартфон стабильно и хорошо, учитывая процессор. 302 гипса минимально, максимально 358, в среднем 337 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в сингл-коре 956, в мультикоре 2679, 3D Mark показал Wildlife Extreme стресс-тест 833, Slingshot 6039, Slingshot Extreme 5018, Wildlife 3170. Странно, правда, не видеть Slingshot и Slingshot Extreme за такие деньги на максимуме оба. Бантуту выдал результат в 573 тысячи попугаев, Storage-тест ультра скромный 43 677 баллов. 45-минутный стресс-тест прошел смартфон не очень, но он сильно не перегревался. Результаты теста искусственного интеллекта вы видите на экране. Перейдем же к камерам. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 сенсоров и двойной LED вспышки. Основной это Sony IMX766 на 50 мегапикселей с углом обзора в 86 градусов, без оптостаба, хочу отметить, только цифровая стабилизация. Ультраширик на 20 мегапикселей у Xiaomi 13 Lite,
на 8. Делайте выводы сами, кого в Китае больше любят, из-за рубежа или своих. И макросенсор абсолютно бесполезный на 2 мегапикселя. Запись видео доступна в супер скромном разрешении 4К 30 FPS. С фронтальной части расположили сверхширик на 32 мегапикселя, но только в Civi 2. А в великом и ужасном Xiaomi 13 Lite вас будет ждать сенсор на 16 мегапикселей. И датчик глубины абсолютно бесполезный на 8 мегапикселей. Почему? Потому что то же самое остальные смартфоны делают программно. А здесь они решили просто вам 2 дырки впилить в экран, потому что, не знаю, у них очень много датчиков глубины осталось за копейки. В верхней части экрана также есть 2 замаскированные вспышки. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 60 fps. На борту имеется вспомогательные режимы 50 мегапикселей, отслеживание глаз, ночной режим, АИ режим, бьюти режим, портретный, про режим, кинематографический кадр, который вам не нужен. Я даже пример вставлять не буду, потому что раз ужасно, в 2 720p. Я не знаю, кто будет этим пользоваться. Видеоблок, фильтры, двойное видео, динамическое кадрирование, HDR режим, также стандартные режимы. Основной сенсор старенький, показывает он себя хорошо, в основном в локациях с достаточным освещением. Так как ночью мы имеем шумы, мыло и ко всему объекты освещения с эффектом тумана. Макро обыкновенные для бюджетного смартфона, как и сверхширик. Цифровая стабилизация неплохая, короткие примеры вы сейчас увидите. Жаль, 4К 30 FPS это максимум, какие-то фризы я вижу, но в целом аппарат оставляет ощущение компакта. Я не знаю, как вам объяснить. Сходите, повертите его в магазине в руках, потому что большим он не кажется. То есть у меня маленькая рука, и вы должны четко понимать, что вот фризы, не люблю я фризы у Xiaomi. Если получится, я их отредактирую, но в целом съемка какая-то рваная чуть-чуть. Хотя, с другой стороны, может это не рваная, это 30 FPS. Так, 1080p 60 FPS. Продолжим совершать общественно опасные действия, но ночью, поэтому они безопасны. В обычных условиях обстановки, если вы будете снимать с одной руки, находясь на движущемся объекте, на довольно ровной дороге, и вот так примерно вас могут воспринимать ваши великолепные зрители. Так, стоп сделали. Будем надеяться, что все кончится хорошо. Дымка как дымка, но на флагмане она тоже будет. Сейчас буду тестировать еще пару смартфонов, увидите потом в обзорах. И, разумеется, на 0.6 на фронталку тоже немного аналогичного теста. Повторяюсь, так делать не стоит. Но если вы вдруг сможете закрепить смартфон, чтобы снимать свои реакции, допустим, на то, как вокруг люди катаются, как вы, то это будет примерно так. Ночь, 1080p 60 fps, фронталка. И это классно, что в режимах есть отдельная ночь. Хотя, опять же, в авто иногда Xiaomi определяет, но не постоянно. Ну, в целом, еще раз напоминаю, что работают родные микрофоны всегда в тестах, никаких наушников. Наушники подключены к другому смартфону, а наушники тоже, разумеется, тестируются. И к чему это все? К тому, что меня радует, как снимают фронталки Xiaomi, даже в небольшом разрешении. Это 1080p, 60 fps, Civi 2, либо по-другому это Xiaomi 13 Lite. Компактный такой смартфончик, а-ля 12s, помните, или 12, или много еще чего у них было. Вот этот тоже к небольшим. И основная камера, к сожалению, 4К 30 fps. Понятия не имею, почему так мутно снимает. 500 тысяч раз я все это дело протирал. Но вот либо это в моей модели так, либо так получилось, как говорится. Притом, переключаясь на 1080p 60 fps, это было 4К 30 fps, это максимум. Такая же история. Особый кайф, конечно, носить данный смарт без чехла, что я делать никогда не могу рекомендовать. Почему? Потому что смарт придет в негодность довольно быстро. К слову, на 14 Pro Max все-таки глубокая царапина появилась после месяца использования, 3 месяцев использования без защитных стекол. Так, 1080p 60 fps, продолжаю учить вас плохому, съемка с одной руки, поездка на байке, все громко, ветра много, ночь, и вот так примерно сможет снимать ваш смартфон. Почему не в 4К 30 fps? Потому что это будет 100% безумно дерганая картинка. Здесь у вас хотя бы какая-то есть надежда на то, что картинка будет более-менее плавная, и будет понимание того, как этот смарт
может снимать. К слову, про тесты Oppo Find X6 Pro и Huawei Mate 50 Pro я протестировал в аквапарке. И тот, и другой выжили. На лайв-канале можете посмотреть мини-обзоры на это дело. Все это дело я уже, скорее всего, выгрузил. И помимо этого еще на iPhone 14 Pro Max я такое же делал. Но на iPhone 14 Pro Max обзора еще не было. А на эти два аппарата будет скоро. Вот так примерно вы сможете использовать его как регистратор. Опять же, если я зафиксирую его на лайв, то проблема будет в первую очередь в том, что он будет трястись. Я это уже с вами проходил, поэтому я тестирую таким образом. На шлеме то же самое, он будет трястись больше, чем если я его буду держать в руке. Вот так идеальный вариант для съемки. Ну и разумеется, то, что вообще никогда нельзя делать, это съемка с одной руки на фронталку. И если говорить о том, насколько хорошо он может снимать по фронталке, прям волшебно. Вот уж почти был близок к тому, чтобы нарушить. Но вроде пока все хорошо. К слову, большинство, в принципе, на байках катается с одной рукой, к сожалению. Это неправильно, я катаюсь двумя, но ночью можно для записи чуть-чуть показать вам, как это дело отрабатывает. Я думаю, что вы даже меня слышите. Говорю, Xiaomi в этом смысле у фронталок вообще молодцы. Они такое ощущение, что делают специально, чтобы вы влоги могли какие-то вести, хотя бы для себя. Какая разница для кого, правда? Еще немного видео в кромешной мгле. 1080p 60 fps. И по фэншую заходим в освещенное помещение и смотрим. Смотрим на ужастик маленький. 1080p 60 fps, не буду извращаться с 4К. Почему? Потому что красиво, потому что по мне в 1080p этот смарт снимает классно. И нет, это не к тому, что вот ты все время оцениваешь 4К 60 fps. Но если Xiaomi оценивать, опять же, при любом раскладе 4К 30 fps, это всегда фризы. Если это фризы, то это всегда некрасиво. Если брать по-нормальному, то я опять же согласен с моими подписчиками, что люди, большинство снимают в 4К 60 fps редко. И даже если снимают в 1080p 60 fps, разумеется, процессор лучше успевает все это дело обрабатывать, и у них лучшая картинка. Поэтому многие даже на суперфлагманах снимают что-то на 1080p 60 fps, потому что и потребляют контент, в принципе, не на 65-дюймовых экранах. Допустим, те же 21 дюйм, не знаю, 32 или 40 вполне хватит 1080p. Хотя лучше 4К. Вот смотрите, сейчас 4К будет. Ну и не забываем, что ультраширик тоже может снимать в 1080p 60 fps. Единственное, по автофокусу вы сами все видите, да, с ультрашириком. Dismissed. Не вижу я его, отсутствует. 4К 30 fps на основную камеру, лютейшая фриза. Не нравится мне это дело и не советую вам снимать, если только это не стационарно на, опять же, каком-нибудь штативе. Потому что мне кажется, что после плавности в 60 fps 30 очень сильно бросаются в глаза. 4К 30 fps, легкое издевательство над крокодилами. Максимум X6. Но в X10 видно фриза. Лучше все это выглядит в 1080p 60 fps, разумеется. Безумно громко. Непонятно, в чем заключается это действие. Кроме того, что мужик может конкретно попасть. По мне вообще не грамма. И то же самое действие на фронталку. Вот там то, чем люди обычно развлекаются, зря по мне. Но для видеоряда самое то. X2 1080p 60 fps. И, как говорят, мужчина бессмертный, наверное. Весь в шрамах, переломах. Но такая работа. И... да. Очень близко. Бесстрашие или безумие, друзья? Зато адреналин каждый день. Вы прикиньте, какого уровня. Просто. Смотрим. Разумеется, если что-то случится, в ролике я не поставлю это. Так что считайте, что ничего не случилось.
Xiaomi 13. Спасибо. Бесстрашие или безумие? И барабанная дробь. X2, X3, X6. Ничего не случилось страшного, иначе бы я в ролике не вставлял. Но профессия такая адреналиновая, конечно. И серьезно? Серьезно? Вот это суицид. Ради чего? Ради чего? И вот так можно подкармливать животных. Чтобы на крокодила сесть, но я предпочитаю покормить вот таких штуковин. Слон рад, фронталка рада, вы увидели пример. Все счастливы. Ну что, банкет начинается, как говорится. Смотрим, как можно кормить этих существ счастливых. Давайте пробуем 2. Раз. 2. О, какие зубы. Теперь пробуем через фронталку. Опа. 1080p 60 fps. Вот она, достопримечательность основная. Петухи боевые. И, разумеется, в глубине попугайчики. Да, очень громко, эмоционально. Каждый раз забываю, что живность добавляет радости. И реально созерцание, пусть даже живности, которая не рада здесь находиться, хотя часть из нее была бы уже съедена, скорее всего, в живой природе, в обзоре, надеюсь, как-то вас улыбнет. 4К 30 FPS в движении. Павлин. Павлин. Шикарнейший павлин. 1080p 60 FPS. Вот так вас встречает крокодилова ферма. Антисанитария уровня 100. 1080p 60 FPS. Ух, да. Но зато интересно. Умножаем все на 2,4. Минусы — это старый разъем USB Type-C, нет мини-джека и нельзя расширить внутреннюю память, вставив microSD. И не надо мне писать, что это никому не надо. Вот напишите реально, кому не надо расширить память, если у вас смартфон. Это примерно так же, кому не нужен мини-джек. Напишите, кому вообще не нужен мини-джек. Или напишите, кому не нужна защита от влаги. Или напишите, кому не нужна фронталка. Фронталка кому-то по-любому нужна, потому что они ее туда вставляют. Просто они вставляют ее убогую. То есть сделали бы два типа смартфонов. Одни без фронталок вообще, кому она вообще не нужна. И одни с хорошими, правда? И мы бы выбирали. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи и мою личную телегу. Там много всего полезного. Общаемся. Написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто посмотрел данный ролик, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. За комментарий больше 5 слов. Двойное спасибо. Резюмировать я бы хотел нестандартно. Почему? Потому что если у смартфонов не бывает недостатков, то вы смартфоны не меняете. То есть какой-то смартфон, который вы приобрели, приходит постепенно в негодность, выгорает экран. После того, как у него выгорает экран, он начинает хуже ловить, постоянно перезагружаться. Уже Android-версия его грузит слишком сильно, он начинает тормозить. К чему это все? К тому, что Xiaomi 13 Lite, по моему мнению, запас прочности имеет года 2. А насчет недостатков я бы хотел еще раз для вас их отметить. То есть 32% это очень много. Игры в час в Tactic Cool с одновременным стримингом на Твиче — это плохо. Плохая фронталка. Сейчас съемка ведется опять же на выход на него только 4К 30 FPS, 60 FPS нет. И вряд ли оно появится. Выпилили для чего-то оптостаб, выпилили для чего-то стерео, нет мини-джека. И с одной стороны, все это, если дело суммировать, и потом подумать, а зачем оно надо, то, наверное, скажешь, плохой телефон, не советую. С другой стороны, все зависит от положения звезд, смотря за какой ценник вы будете его приобретать. Я не говорю о том, что нужно сидеть и ловить скидки на Али, существует очень много платформ, где хотите, там пытаетесь поймать, но у всего есть цена. За ту цену, за которой смартфон продается сейчас в российском ритейле, однозначно стопроцентной нет. И я не скажу вам сидеть и выжидать дешевле. Почему? Потому что когда он станет дешевым в нашем ритейле, появится уже Xiaomi 14 Lite, вы понимаете?
То есть, либо искать ему альтернативы, те же Realme 10 Pro, либо Realme 10 Pro Plus, посмотрите, очень популярные смартфоны. Либо смириться с недостатками и приобретать. Но, мое мнение, учитывая, что у него UFS 2.2, это эпичный фейл. Не то, что у него 570 тысяч баллов в Antutu, не то, что у него, опять же, долгая зарядка, 56 минут, по мне, это не быстро. А именно этот момент. Если говорить о 4К, да, вот так статично, если вы будете снимать на штативе, можно снимать. Поэтому никакого шага вперед я у этого смартфона не вижу. Поэтому за тот ценник, за который его продавали на старте продаж глобальной версии на Алишке, это супер-мега-топ, классный смарт, с ним можно спокойно ходить 2 года. Если нет, то надо смотреть другую модель, и таких моделей опять же море. Скоро я сделаю топ, давно не делал топа, за 4 месяца, конечно, смартфонов накопилось, которые обозревал, и которые достойны каким-то образом по иерархии встать по поводу ценника. Девайсу от меня, как девайсу да, как устройству, которое сегодня покупать в магазине, однозначно нет. То есть тут нечего рассматривать. Почему? Потому что как бы вы ни ловили цену, стерео здесь не появится. Разряжаться он будет так же быстро, заряжаться он будет так же медленно. От меня девайсу в глобале нет. Ищем альтернативы, их море. Подписываемся на телегу взаимопомощи, спрашиваем у людей, чтобы кто купил за эти деньги. Xiaomi 13 у меня в руке для того, чтобы напомнить, что, по моему мнению, существуют продукты, которые Xiaomi делают хорошо. Вот это дело на скидках стоит хорошо, каким-то образом его в глобале приобретают еще дешевле, поищите на разных платформах, я понятия не имею как, но вот это дело, как и прошка, своих денег стоит. Опять же, не в ритейле. Добра и удачи вам, дорогие друзья!